Привет! Вы на канале «Шить для себя – это удобно». У меня в руках замечательное чудо-косметичка. Размер ее 23 где-то на 16. И она имеет очень большое количество карманов. Давайте посмотрим. У нее есть ручки, переходящие в молнию. Вот так мы открываем. Получаем вот такую красоту. Внутри 3 карманчика и 4 больших отделения. Она мне так понравилась, что я не удержалась и пошила для себя еще одну такую же в другом цвете. Я надеюсь, что и вам такая косметичка очень-очень понравится. И наверняка найдутся люди, которым вы захотите ее подарить. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Ну а если вы хотите посмотреть, как я шила такую косметичку, то смотрите видео дальше. Сегодня мы шьем косметичку оригинальную, которая всегда пригодится в хозяйстве. Ее приятно пошить для себя, а также подарить, может даже на Новый год. С чего мы начнем? Начнем с размеров. Нам потребуется 3 вида ткани. Это основная ткань для кармашков и ткань на подкладку. Теперь говорю о основной ткани. Основная ткань у меня хлопковая, я уже ее расчертила и буду выстегивать под 45 градусов через 3 сантиметра. Значит, здесь у меня поролон 2 слоя 5 миллиметров и обычная салфетка для того, чтобы удобно было перемещать под машинкой. Размер в готовом виде должен быть 23 на 34. Я сделала чуть больше, потому что поролон даст усадку. Теперь это бортики по краям, их размер 36, 20 и по высоте 10. 2 детали, каждая деталь продублированная и такая же деталь из подкладки, точно такого же размера. Детали подкладки: 2 детали 23 на 21 и 2 детали 23 на 20. А также нам нужны будут кармашки. Размеры кармашков 23 на 16. И у каждого кармашка будет молния своя, 3 штучки. И еще у нас будет основная молния. Я ее выбрала голубого цвета. И косую бейку буду делать из ткани основного верха. Я думаю так, может быть, что-то придумаю еще. С чего я начинаю? Начинаю заготавливать основную деталь верха. Сделали заготовку, посмотрите, какая красивенькая получилась. Так она выглядит с лица. Я взяла голубые ниточки, потому что молния будет голубая. Я решила, что так будет симпатичней. А вот так с изнанки. Вот, на мой взгляд, симпатично. Откладываем. И начинаем теперь заготавливать наши кармашки. Насколько вы помните, у нас 2 заготовочки. Одна заготовочка шириной 23 на 21, а другая 23 на 20. Мы берем молнию. Вот. Укладываем сверху заготовочку. Вот так. Затем переворачиваем. Размещаем все по центру. Теперь берем подкладку. Тоже она продублирована, заутюжила пополам и лицом укладываем сверху и прокладываем строчку. Притачали вот подкладочку и сверху я приутюжила и настрочила отделочную строчку. А теперь мы берем, переворачиваем и берем вот эту детальку, которая 23 на 21. Укладываем и притачиваем тоже поверху. А затем сюда же будет укладываться подкладка точно так же и притачиваем другую строчку.
В итоге мы получаем вот такую пришитую подкладку. Теперь вот так раскрываем и делаем отделочную строчку по другой стороне. Вот по этой стороне точно так же, как и здесь. Одну молнию вышили, так выглядит кармашек. Теперь продолжаем делать то же самое. Укладываем сверху молнию, потом укладываем подкладку и точно так же стачиваем. А потом аналогично к этой стороне будем пришивать вот эту подкладочную ткань, которая большая, которая 21 на 23. Все то же самое. И эту часть сюда же будем пришивать. Все как аналогично первому варианту. Итак, мы сшили уже второй кармашек, и теперь осталось третий. Точно так же аналогично мы укладываем лицо с лицом, сверху накрываем подкладочкой, а с той стороны будем уже подкладывать вот этот кусочек, который у нас последний остался, и пришивать его к вот этому краю. В итоге мы получаем вот такую заготовку, состоящую из 3 кармашков. Впоследствии она будет складываться. И мы сейчас заготовим с вами боковинки. Вот я прострочила. Теперь нужно все это аккуратненько вырезать и вывернуть. И затем проложить отделочную строчку по 3 сторонам. Это вот тот самый кусочек боковинки, который вырезали, и обязательно он должен быть продублирован. И еще нужно на основной детали найти середину, отметить ее, и от середины 7 сантиметров вправо, 7 сантиметров влево тоже проложить линии. Это нужно будет для того, чтобы затем соединять наши заготовки. Теперь нужно изнанку с изнанкой сложить, уравнять по всем краям. То есть нам нужно сколоть, если что, осноровить, если у нас что-то не совпадает. Начинайте скалывать от середины. Можно просто иголочками. Вот. И теперь нужно вот эти рассечки, которые мы рисовали, это и будет наш кармашек. И нам нужно от кармашека до кармашека застрочить. Затем отсюда до следующего кармашека, до серединки. И так по всему периметру. Чтобы кармашки, можно и кармашки вот так застрочить. Все нужно закрепить. Вот что я сделала. Я прострочила до вот этих насечек, которые мы с вами устанавливали, кармашки вот здесь, между кармашками, то есть закрепила и здесь, чтобы не было смещений. У меня есть еще такое желание вот здесь строчку проложить, чтобы натянуть вот так. Я, наверное, все-таки это сделаю. Я отогну аккуратненько, сделаю ровную линию и прострочу еще вот здесь кармашек. Боковинки заутюживаем пополам и отмечаем по 7 сантиметров с одной и с другой стороны. Это важно. Можно и эти участки тоже заутюжить. Вот, но пока не будем. И с чего начинаем? Начинаем с середины. Обязательно, чтобы это было, сколько у нас? Да, вот 9 сантиметров. Эти стеночки больше, чем стеночки. Вот. И мы теперь обнимаем и даем строчку ровно 1 сантиметр. Вот так получается. То есть эти стеночки выше, чем кармашки. Можно немножечко, ну совсем чуть-чуть обрезать. Капельку, мне кажется, все-таки на сантиметр надо их подрезать. Я подрежу так, чтобы вот сюда выступало, ну где-то на сантиметр, не больше. А у нас получается чуть больше. Вот, сейчас я обрежу и буду показывать дальше.
Вот я немножко обрезала и начинаем. С серединки начинаем вот это самое то. Вот. И закрепляем булавочками. Вот. И нам нужно на сантиметр сделать строчку. Вот сюда. Вот. Здесь сантиметр, а тут плавно выходить на нет. Чтобы можно было аккуратненько потом эту часть еще окантовывать. Вот. Затем мы подкладываем вторую часть и точно так же обворачиваем или обнимаем. И точно так же делаем закрепку, сводя на нет. То же самое делаем с третьим кармашеком. Аналогично. Все аналогично. Ну вот, я прикрепила. Посмотрите, здесь сантиметр, сюда поуже. Здесь сантиметр, сюда поуже. Вот. И потом вот так аккуратненько развернула и прикрепила к этой уже боковой стенке. Подготовилась к окантовыванию с лица. Вот как выглядит. Ну, на мой взгляд, симпатично. Вот со стороны карманчиков так выглядит. Теперь мне осталось с этой стороны сделать также аккуратно. Видите, они где-то на сантиметр должны повыше подниматься. Вот. Пока есть возможность, отутюжьте все, что есть. Возможность отутюжить. Вот у меня вот здесь чуть-чуть заломчик. Сейчас исправлю. Нарезаем косую бейку. Я нарезала из ткани, которая хорошо подходит в цвет. Посмотрите, как хорошо подходит. И у меня еще голубая молния. Я думала, что будет неплохо. И сама косая бейка 6 сантиметров. Но вот когда я начала утюжить, она чуть подсела. Она синтетическая. Складываем пополам. Остается 2,5. И теперь мне нужно бока окантовать. Для этого я притачиваю на ширину лапки. Затем огибаю и настрачиваю поверху. И так обрабатываю этот край и этот край. А потом буду пришивать молнию. Косую бейку пришили. Вот так это выглядит. Я, правда, ее заутюжила пополам. Сначала вручную приметала. Тут плотненько, слишком не получалось, как я вам рассказывала. Поэтому я сначала вручную, а потом на машинке. И теперь нам остается вшить молнию. Молния у нас тоже голубенькая. Здесь находим середину. Вот. Она будет вот здесь. Кончики я обработала таким обычным способом. Вот, для красоты. И сейчас мы должны отрезать полоску ткани шириной 7 сантиметров, заутюжить ее пополам, найти середину. Вот я нашла середину. И притачиваем ее по верхнему краю. Затем заутюживаем в эту сторону. И затем огибаем. Это будет у нас окантовка. Полоску ткани притачали. Теперь ее отгинаем. И по смыслу это должно выглядеть вот так. Но чтобы удобно было, нужно этот краешек вот так заутюжить и сложить. И косую бейку дальше прострочить. Заутюжить и прострочить по верху. С одной и с другой стороны. Теперь я вот так загибаю косую бейку. И я пытаюсь без наметки. С вот этого уголочка и до конца. А потом тот уголочек дойду. И потом мы будем уже пришивать молнию. На этом участке можно еще закрепочку поставить. Вот. И потом вот один краешек, я когда его заутюжила, краешек просто соединила. И теперь мы сформируем косую бейку. Хотя эта полоска вырезана поперек. Вот так.
получается шнурочек такой. И потом мы его будем пришивать на молнию. В конце я не буду дострачивать. Тут в конце нужно будет завернуть. То есть закрепку ставить не буду. Скорее всего, придется чуть-чуть подпарывать. И я продолжаю в другую сторону, вот здесь. И то же самое делаю с другой стороны. Бейку заготовили. И теперь находим середины, укладываем бейку. И вот этот край должен совпасть с краем самой молнии. И вот этот участочек нужно подвернуть, отрезать и подвернуть. И потом отделочную строчку еще пустить вторую по самому краю, с одной и с другой стороны. Почти косметичка готова. Так она выглядит, я настрочила молнию. Вот осталось только пришить так называемые ручки. Их можно пришить вот так. Вот, можно их делать на липучках по желанию. Я сейчас подумаю, либо вовнутрь пришью, либо снаружи. И сумочка будет готова. Вот, готова наша косметичка. Так она выглядит. Посмотрите. Косметичка, можно сказать, двумя ручками. Их можно сделать чуть меньше, чуть больше, по вашему желанию. Сверху вот так, как бочоночек смотрится. Так она смотрится сбоку. С одной, с другой стороны. Ну и когда расстегивается, конечно, это очень удобно, когда косметичка полностью раскрывается. Смотрите, вот такая чудесная косметичка для дорогого мне человека. Надеюсь, ему понравится. Обязательно себе такую сошью. Не только себе, и родным, и близким тоже сошью. Очень мне понравилось, как выглядит такая косметичка. Ее можно делать в разных вариациях. Можно молнию поменьше делать, но тогда она не будет так сильно раскрываться, как бы хотелось. Задумка именно в том, чтобы раскрывалась она побольше. Так что пробуйте, девочки, дерзайтесь, и у вас обязательно все получится. Я точно знаю.